Второй тур президентских дебатов в США прошел более динамично, чем первый. Говорили в прямом смысле обо всем. От того, что едят мигранты, до абортов. Телеканал Fox, который считается якобы республиканским, признал, что Камала Харрис победила Дональда Трампа в этом раунде, но, несмотря на это, 45-й президент США назвал эти дебаты лучшими и сказал, что они ему очень понравились. Тем не менее, вот несколько примеров того, как в целом проходили дебаты. Что говорили, допустим, о мигрантах. Они едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут. И это то, что происходит в нашей стране. И это позор. Поговорим о крайностях. Его бывший министр обороны сказал, что нация, республика, не переживет еще одного срока Трампа. И когда мы слушаем подобную риторику, когда вопросы, затрагивающие американский народ, не решаются, я думаю, что выбор на этих выборах очевиден. Или вот такой пример диалога о войне в Украине. Но чтобы вы понимали, они послали ее на переговоры о мире до начала этой войны. Через 3 дня пришел Путин и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым. Они говорили неправильные вещи. Эта война не должна была начаться. Она была посланницей. Они послали ее на переговоры с Зеленским и Путиным. И она поехала. А война началась через 3 дня. Вот такой у нее талант. Я сказала в начале этих дебатов, что вы услышите кучу лжи от этого парня. И вот еще одна. Когда я отправилась на встречу с президентом Зеленским, я встречалась с ним уже более 5 раз. Реальность такова, что речь шла о том, что Америка всегда должна быть лидером, поддерживающим международные правила и нормы. Альянсы, которые мы заключаем по всему миру, зависят от нашей способности заботиться о наших друзьях и не оказывать предпочтения нашим врагам, потому что вы обожаете сильных мира сего, а не заботитесь о демократии. Аналитики и эксперты согласны в одном точно. Этот раунд прошел совершенно в другом темпе. Мы спросили мнение Алины Гриценко, главного консультанта Национального института стратегических исследований в Украине. Это были далеко не самые удачные дебаты для Трампа. Камала Харрис провела их профессионально, на мой взгляд. Камала Харрис смогла умело и очень профессионально отвечать на неудобные вопросы. Но, с другой стороны, тут не так уж и было много этих неудобных вопросов, потому что было видно, насколько она подготовлена была к этим дебатам. Трамп, который, на самый такой вот будет пример, наиболее очевидный, это вопрос об абортах. Трампа поставили прям в очень неудобное положение, потому что буквально процитировали прям эволюцию его твитов, как менялась его точка зрения на этот вопрос. То он поддерживает запрет, то он не поддерживает запрет, то там на 6 неделях можно делать аборт, то там нет. Привели в пример Джей Ди Венса, который заявил, что Трамп в случае переизбрания поддержит запрет вообще государственный, на проведение абортов. И Трамп было такое впечатление, что не готов был к этому вопросу, хотя это, казалось бы, настолько чувствительная тема, настолько она очевидна, что это первый вопрос, к которому необходимо было подготовиться, особенно для Трампа, к любому комментарию Трампа, поскольку он мужчина, будет придираться относительно этой темы. Но он оказался как-то не очень подготовлен. Он плавал, он сбивался, он пытался постоянно переводить тему на те вопросы, которые ему было бы наиболее комфортно обсуждать, потому что это другие чувствительные темы, которые мобилизируют электорат. Он постоянно переходил на тему миграции, на тему того, что администрация Байдена виновата в наплыве мигрантов, которые с точки зрения Трампа в своем большинстве представляют. Это бывшие представители криминалитета, это бывшие заключенные, либо люди с нестабильной менталкой, которые приезжают и с точки зрения Трампа буквально отбирают у американцев работу. Камала Харрис держала все удары, Камала Харрис смогла выступить достойно, и даже вот то, как начинались дебаты на самом деле, тоже было довольно показательно, когда они встретились, именно Камала Харрис подошла к Трампу, который вообще как-то ее так сторонился.
Она первая протянула ему руку, она представилась, хотя, ну, как бы, да, казалось бы, это нюанс, который можно было бы опустить, потому что очевидно, что там знает, кто это. Но она вот это сделала очень грациозно. Она призвала его провести хорошие дебаты. Он как-то вел себя так скованно, как-то зажато. Было такое сложилось впечатление, что вот он предчувствовал свой провал на этих дебатах, предчувствовал, что Камала Харрис может выступить однозначно более качественно, чем это сделал, будем откровенны, Джо Байден на дебатах в июне. Поэтому я не могу назвать, это моя личная точка зрения, я не могу назвать эти дебаты победой для Трампа. Наоборот, с моей перспективы, именно Камала Харрис смогла здесь продемонстрировать, что у нее есть четкое видение, что у нее есть четкая программа. Она делала акцент на конкретных вот социальных группах, на конкретном электорате. И любые, то есть обвинения Трампа там, во лжи, обвинения Трампа в том, что Камала Харрис марксистка и что у нее отец там, преподавал марксизм в университете и так далее, это все выглядело на самом деле не очень убедительно. А Харрис со своей стороны, она обращалась непосредственно к аудитории, в отличие от Трампа, она призывала к тому, чтобы быть осознанными, делать выбор осознанно на этих выборах, призывала очень грамотно к тому, что необходимо каждый вопрос обдумывать населению. Что вот у Камалы Харрис есть четкая программа, у демократов есть четкая программа, которая в первую очередь про жителей Америки, непосредственно про граждан Америки. В то время как у Трампа это все больше было похоже на популистские действительно заявления, с целью исключительно вот не растерять имеющийся электорат. Он, конечно, масштабный довольно. У Трампа, ну, как бы тут эти дебаты не меняют общие прогнозы относительно того, что еще сложно предсказать, кто выиграет эти выборы. То есть эти дебаты не стали то, что называется October Surprise, не стали тем переломным моментом, который поменяют существенным образом на дальнейший ход выборов. Но с моей точки зрения Камала Харрис смогла себя показать именно грациозно и очень профессионально, в отличие от Трампа. Но она не дала ему, кстати, возможности вести себя так, как он вел на дебатах с Байденом. То есть то, что называется name-calling, да, то есть оскорбления, выпады агрессивные в сторону оппонента и так далее. Это то, что она прямо вот изначально акцентировала внимание аудитории на том, что вы сегодня не услышите ничего нового, вы услышите просто заезженную пластинку, вы услышите цитаты из методички, вы услышите оскорбления и агрессивные выпады. Поэтому она это обозначила прямо с самого начала, и это был довольно неплохой ход. То есть видно было, что проделана была большая работа с командой, и она готовилась к этим дебатам, в отличие от Трампа, который во многих вопросах вел себя, не мог отвечать на должном уровне, на должном качестве. В Японском море начались совместные российско-китайские учения. Путин дал им старт, вместе с тем обвинив США в гонке вооружений и фактически провоцировании на повышение российской готовности к любому развитию событий. Российская Минобороны заявляет, что это только часть большого комплекса мероприятий «Океан-2024», в рамках которого пройдут военно-морские учения в Тихом и Северно-Ледовитом океанах, в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Сегодня в условиях роста геополитической напряженности в мире это особенно важно. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После объявления Тихоокеанского региона одной из главных целей США, учения Китая и РФ в том регионе выглядят как некий посыл. Разбирались вместе с экспертом, что это может быть за посыл.
Российские учения, российско-китайские учения в этом году это уже не первые, те, которые сейчас состоялись, Northern United 2024, это уже, по-моему, третий только за этот год. И плюс ко всему сейчас Китай принимает участие в масштабных российских учениях «Океан-2024», которые проходят в Балтийском море и в Северо-Ледовитом океане. Это самые масштабные учения за последние 30 лет, там задействовано 90 тысяч военнослужащих, несколько сотен кораблей, если я не ошибаюсь, до 400, 120 самолетов и вертолетов, то есть это очень масштабное событие, это как раз-таки показывает приоритеты руководства Российской Федерации в своей внешней политике, да и внутренней, в принципе, тоже. Что касается тех учений, которые прошли двусторонние в японском Охотском морях, то тут стороны преследуют разные задачи на самом деле. Для России очень важно продемонстрировать некую видимость того, что Россия и Китай объединены в некий военно-политический союз, незыблемый и нерушимый, создать такую вот видимость и создать некий триггер для западных стран, чтобы Запад побаивался. Для России в том числе важно еще и продемонстрировать внутренней аудитории и населению, что несмотря на экономическое, санкционное давление, дипломатическую изоляцию со стороны Запада, у России все равно есть остаются страны, которые готовы сотрудничать с Россией. Китай со своей стороны преследует более прагматичные задачи. С одной стороны, поскольку национально-освободительная армия Китая не имеет реального боевого опыта, для них важно использовать любую возможность для того, чтобы укреплять, усилять свою боеспособность, обороноспособность своей армии. Поэтому они активно принимают участие в различных учениях, не только двусторонних с Россией, но вот в этом году были трехсторонние вместе с Ираном, например. В рамках учений Китай может продемонстрировать вооружение имеющееся, технику, потому что в основном это китайские разработки. С другой стороны, для Китая важно также дать понять, что Китай будет готов продолжать свою морскую экспансию в разных акваториях. Есть так называемая ближняя зона, туда входит Желтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское море. Южно-Китайское море — это, в принципе, отдельная сейчас история, потому что это очень такой взрывоопасный, конфликтогенный район, потому что в этой акватории ведутся территориальные споры между Китаем и рядом региональных государств за не только там суверенитет и принадлежность над различными островками небольшими, но и за исключительно экономические зоны, соответственно, за морские ресурсы, за энергетические ресурсы, которые есть на шельфах, да, там есть залежи нефти, газа и так далее, рыбные ресурсы, которые составляют значительный процент бюджета региональных государств и так далее. Ну, плюс, конечно же, за морские транспортные коммуникации в том числе. Есть так называемая средняя зона, туда относятся Охотская, как раз-таки японские моря, там Каролинские, Марианские острова. И есть еще так называемая дальняя зона. Это уже очень масштабные такие амбиции Китая. Сюда относится южная часть Тихого океана, где Китай уже многие годы планомерно развивает свое присутствие за счет малых островных государств Тихого океана, южной части Тихого океана, с перспективой, чтобы выйти потом до Гавайских островов, до фактически американских форпостов на острове Гуам и на Гавайских островах. Это все для того, чтобы составить конкуренцию Соединенным Штатам Америки в их глобальном противостоянии. И плюс немаловажный еще момент, Китай любыми своими учениями, особенно в ближайших акваториях, стремится продемонстрировать Соединенным Штатам свою готовность к возможному потенциальному конфликту за Тайвань. Сейчас вероятность этого конфликта остается невысокой, но ситуация может развиваться стремительно.